Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира российского шоу-бизнеса. В крупный криминальный скандал попала семья известного телеведущего и бывшего фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской. Дело о чрезвычайном происшествии взяли под личный контроль заместитель комитета актер Александр Домогаров и начальник Следственного комитета товарищ Бастрыкин. Долгое время семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской считались образцом крепкой, счастливой и надежной семьи. Евгений Викторович несколькими годами ранее являлся главной спортивной гордостью Российской Федерации. Он становился многократным чемпионом и призером соревнований по фигурному катанию. А Яна Рудковская была продюсером многих музыкальных известных проектов и даже в 2008 году помогла Дмитрию Билану занять первое место на конкурсе Евровидение. Как казалось, сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр также станет успешным человеком, пойдет по стопам своих родителей и станет спортивной гордостью Российской Федерации. Однако что-то в воспитании молодого человека пошло не так. Сын Плющенко Александр Евгеньевич обучается в элитной гимназии. Однако в связи с тем, что он постоянно вместе с отцом выступает в спортивных музыкальных шоу, снимается в кино и занимается фигурным катанием, то он часто пропускает занятия в гимназии и не приходит на важные экзамены и зачеты. Сначала преподаватели гимназии закрывали глаза на подобное поведение сына Евгения Плющенко. Однако со временем молодой человек стал вести себя достаточно заносчиво, грубить учителям и требовать хорошую оценку только за то, что он обучается в данной гимназии. Дело доходило до того, что сын Евгения Плющенко мог не появляться на занятиях много месяцев, а потом был твердо убежден, что преподаватели поставят ему отличную оценку. Надо отметить, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская на постоянной основе в течение длительного времени оказывали спонсорскую помощь гимназии, поэтому директор и другие преподаватели закрывали глаза на подобное поведение их сына. Однако все это происходило до того момента, пока сын Евгения Плющенко не повстречался с преподавателем истории, принципиальным и порядочным человеком, преподавателем с 40-летним стажем 65-летней Анной Георгиевной Дмитриевой, которая с этого года стала преподавать историю у сына Евгения Плющенко. В конце октября сын Евгения Плющенко был, как всегда, убежден, что все оценки за первую четверть будут отличные. Однако преподаватель истории Анна Дмитриева поступила по совести и принципиально. Она поставила сыну Евгения Плющенко неудовлетворительную оценку в связи с тем, что Александр Плющенко ни разу не появился на занятиях истории. По словам администрации гимназии, Евгений Плющенко и Яна Рудковская, узнав о вопиющем факте, пришли в гимназию и попытались договориться с учителем истории, чтобы она изменила оценку их сыну. По некоторым данным, Евгений Плющенко и его супруга предложили преподавателю истории крупную финансовую сумму, а также пообещали предоставить бесплатное лечение в санатории для преподавателя истории. Однако преподаватель старой советской закалки Анна Георгиевна Дмитриева не стала торговать своей совестью и пошла до конца. Она не изменила оценку сыну Евгения Плющенко, и Александр Плющенко остался с неудовлетворительной оценкой по истории за первую четверть. Вполне возможно, в этой истории можно было поставить точку. Однако вчера вечером дежурные стражи порядка около жилого дома, который располагается в 500 метрах от элитной гимназии, обнаружили тело пожилой женщины. Ею оказалась преподаватель истории гимназии Анна Дмитриева. С помощью современных видеокамер, установленных в каждом дворе, не составило большого труда определить точную картину преступления.
Исходя из записей видеокамеры, удалось установить, что преподаватель истории Анна Дмитриева вечером возвращалась домой из соседнего магазина. В тот момент, когда она подошла к подъезду, ее догнал незнакомый молодой человек. Полиции без труда удалось распознать в нем сына Евгения Плющенко Александра. Молодой человек стал что-то доказывать преподавателю, достал дневник, размахивал руками и жестикулировал. По всей вероятности, он убеждал преподавателя истории изменить ему оценку за четверть. Однако Анна Георгиевна Дмитриева лишь покачала головой, повернула спиной и пошла к подъезду дома. В этот момент спортивный молодой человек Александр Плющенко, который постоянно занимается спортом, фигурным катанием, неожиданно сильно толкнул преподавателя в спину, в результате чего пожилая женщина поскользнулась и упала, ударившись головой о приступок подъезда. После происшествия молодой человек чего-то испугался и срочно покинул место преступления. Анну Георгиевну Дмитриеву спасти не удалось. Она скончалась до приезда скорой помощи в результате серьезной черепно-мозговой травмы. Следственный комитет товарища Бастрыкина и антикоррупционный комитет Никиты Михалкова начинают расследование громкого уголовного дела. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете закон и порядок, желаете выздоровления членам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.